ехали со скоростью 90-110, прям мчались, сломя голову. Штраф от 500 до 2000 евро, плюс суспенсионные дела патенты до 3 месяцев. То есть вам забирают право вождения автомобилем от 1 до 3 месяцев. В этом есть большой подвох. Если вы так сделаете, то через какое-то время придет дополнительный штраф еще 1000 евро. Все вот эти вещи, что в Европе сосед стучит на соседа, в Европе все еще хуже. В Европе нужно стучать сам на себя. Вот прийти и сказать: полицейские, это был я. Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Елена, и я рассказываю вам о разных сторонах жизни в Италии. Сегодня я хочу поговорить с вами о штрафах. Так, мой кондиционер включается сам по себе. Гад. Все, дальше гудеть не будет. Так, о штрафах. Если вы сами водите машину, или машина просто записана на вас, водит кто-то другой, штрафы будут приходить на ваше имя. Чем это чревато? И вообще, как устроены штрафы, поскольку это все достаточно запутанная материя и грозит всеми карами небесными. Итак, пробуем разобраться. Если, вот, например, я езжу медленно, очень я боюсь всего, я вообще трусиха. Но моя маленькая машинка очень удобная для того, чтобы находить парковочное место. Поэтому муж порой берет ее, особенно когда ему нужно ехать в город. И очень радуюсь я, когда он берет мою машинку для поездки в Рим. Потому что из Рима каждый раз привозят вот просто букет разных штрафов. Я думаю, там как-то все очень сложно устроено, потому что бывает порой привозил даже 3 штрафа в день, в один и тот же день, в одно и то же время. Вот штраф на 306 евро, вот такой вот, Рома, за corsie riservata ai mezzi pubblici. То есть в Риме есть выделенные полосы, по которым могут ездить только автобусы. И, очевидно, мой драгоценный муженек пытался сэкономить время, за что пришлось заплатить 306 евро. В тот же день, буквально вот тот же 13-12, еще 2 штрафа, буквально один за другим с расстоянием 3 минуты. Accedeva nella zona senza prescritta autorizzazione. То есть Рим поделен на зоны, там центральные части. Это зоны с ограниченным движением. Поэтому туда можно въезжать только тем, у кого есть разрешение. Либо как-то там есть так, что вот в четные и нечетные дни можно заезжать всем. В общем, все это очень сложно. И к этому нужно было подготовиться просто-напросто. Просто приехать в Рим. Это значит, вот поездка может стоить, да, от 600 и до бесконечности. Поэтому в итоге мы договорились, что самое эффективное — это все-таки приезжать в Рим, ставить машину на стоянке Тибуртино, это которая прям сразу вот при въезде в Рим, и кататься по Риму на такси, потому что это получается дешевле. Вот, если вы не прописаны в Риме, туда соваться своей машиной, наверное, все-таки не стоит. Кроме Рима, я тоже собираю порой штрафы. Вот это какой-то такой средний штраф, 338 евро, но это автовелокс на автостраде меня поймал. Я куда-то спешила, поэтому понятно, ну ладно, автовелокс это так. На автостраде стоят 2 системы. Стоит система Tutor, которая просчитывает ваше движение, скорость движения, и тоже там приходят штрафы, потому что на автостраде ограничение скорости 130 км в час. Кроме Тутора, вдоль дорог вот таких вот проселочных стоят автовелоксы. Это может стоять либо патруль, то есть полицейские с такой вот машинкой, которая выхватывает скорость проезжающих мимо машин, либо это фиксированные такие оранжевые столбики, которые тоже делают фотографии и выхватывают скорость машины. Когда автовелокс, это очень опасно, я вам чуть попозже объясню. Теперь, почему так важно, почему так легко попасть на штрафы, особенно на проселочных на проселочных дорогах. Вот эти вот дороги, они достаточно ровные, достаточно такие вот прямые, но на них практически везде стоит ограничение 50 км в час. Вот одна такая дорога, проезд по которой мне стоил, по-моему, 1360 евро штрафа.
Что самое обидное, посмотрите, вот на ней стоит ограничение 50 км в час, при этом она ровная, прямая, вот как струна, она прям вот приглашает тебя поехать со скоростью хотя бы 61 км в час. Но 61 км в час – это огромный штраф. Давайте разберемся, почему. Потому что штрафы увеличиваются по мере сложности нарушения, да, гравита. Итак, если вы превысили скорость на небольшое количество, там, до 10 км в час, то есть если ограничение на вот этих дорогах 50 км, вы едете со скоростью 59, тогда у вас штраф от 38 евро до 155 евро. Это такой достаточно гуманный штраф. При этом толерантность тоже очень низкая, поэтому уже после скорости 52,5 км все, что выше, это уже штраф. Теперь от 10 до 40 км в час нарушение – это от 155 до 624 евро штрафа. То есть если я еду по такой дороге со скоростью 61 км в час, то штраф у меня может быть до 620 евро. И при этом, плюс ко всему, еще снимают с моих прав 3 пункта. К пунктам я еще вернусь через минуту, почему это очень важно. Теперь, если вы превысили на 40-60 км в час, да, допустим, если ограничение 50, а вы ехали со скоростью 90-110, прям мчались, сломя голову, штраф от 500 до 2000 евро, плюс суспенсионные дела патенты до 3 месяцев. То есть вам забирают право вождения автомобилем от 1 до 3 месяцев. Если же вы превысили скорость на более чем на 60 км в час, тогда штраф 3100 до 3119 евро. То есть, если вы ехали по проселочной дороге со скоростью 111 км и выше, либо по автостраде мчались со скоростью 130 плюс 60, это 190. За 190 тогда штраф больше 3000, минус 10 пунктов с ваших прав и суспенсионные от 6 месяцев до 1 года. То есть вам нельзя водить автомобиль на срок длиной от 6 месяцев до 1 года. Поэтому очень-очень строго, очень-очень сурово. Теперь, что такое эти пункты? Когда вы получаете новые права, у вас есть 20 пунктов. Потом, по мере того, как набираются какие-то нарушения, за каждое нарушение списывается какое-то количество пунктов. И если они заканчиваются, их всего 20, не так уж и много, если они закончились, то вам нельзя водить машину, вам нужно снова идти на курсы, и тогда вам добавят, по-моему, 10-8 пунктов после каждого курса вождения. В общем, что-то такое, вас переучивают. Кроме этого, если, например, кто-то очень хорошо водит машину, там послушный, если, например, за 2 года не было никаких нарушений, то тогда это каждые 2 года плюс 2 пункта. И то есть кто-то может набирать пункты, кто-то нет. Этим часто пользуется молодежь и берут машину дедушки, бабушки, потому что у бабушки там накопилось пунктов, наверное, 40-60. Можно гонять, и тогда штраф придет на имя бабушки, и пункты спишут с прав бабушки. Точно так же, как и мой муж, конечно же, гоняет, собирает штрафы на моей машине. Мало того, что штрафы приходят на семейный бюджет, так еще и из моих прав списывает пункты. Вообще, несправедливость, жизненная несправедливость, не знаю, как жить. Теперь, что еще хочу обратить ваше внимание. Если к вам домой пришел штраф, вы открываете, написано, что вот вы ехали тогда-то, тогда-то, с такой-то скоростью, вот вам штраф, допустим, там 350 евро, если заплатите раньше, можете заплатить 70. И нормальный человек думает, ну ладно, бегу я заплачу 70 евро, откладывает и забывает. Но в этом есть большой подвох. Если вы так сделаете, то через какое-то время придет дополнительный штраф еще 1000 евро. Потому что есть отдельный закон, статья 126 bis Кодича де ла Страда. Он говорит, что он устанавливает обязанность сообщать данные водителя в течение 60 дней. То есть, если автовелекс или любой автоматический, или там полицейские, которые стояли вот с этой машинкой и выхватывали скорость, если вас не остановили, не удостоверились, кто за рулем, а просто сфотографировали машину на скорости,
то полицейские не могут утверждать там как бы безапелляционно, что это именно вы были за рулем, да? Поэтому они вам пишут: уважаемый владелец автомобиля, твой автомобиль ехал со скоростью вот такой-то, за это штраф на твое имя, и ты, будь добр, в течение 60 дней явись к нам в полицию, сделай аутоденунче, настучи либо на себя, либо на того, кто был за рулем твоей машины, потому что либо с твоего патента, либо с твоих прав, либо со прав этого вот человека, на кого ты настучишь, нужно списать 3 пункта. И если ты не явишься и не признаешься, кто там был, то тогда дополнительный штраф еще 1000 евро. То есть рассказывают все вот эти вещи, что в Европе сосед стучит на соседа, в Европе все еще хуже. В Европе нужно стучать сам на себя. Вот прийти и сказать: полицейский, это был я. Или полицейский, это был вот мой брат, кум, сват и кто-то там. Поэтому жить сложно. Со штрафами все очень сложно, очень сурово. Теперь хорошая новость. Хорошая новость состоит в том, что Италия – это страна индульгенций. То есть, если какой-нибудь человек там не может долгое время заплатить штраф, то ему этот штраф прощают. Понятно, что нарушать нельзя. Если нарушил, тогда нужно платить штрафы. Но вот у меня есть ролик, который называется «3 прощенных воскресенья от налоговой». Там я рассказывала о декрете, который вышел, и, по-моему, списали все штрафы до 2010 года. Цифры точно не помню, в общем, списали. Штрафы за вождение точно списали, какие-то там давние. Это сделано для того, чтобы если человек, прям правда не может заплатить, вот какая-то там бедная семья, еле сводит концы с концами и правда не может, то чтобы уже этого человека не мучить там много лет, там после 10-15 лет, просто списывают эти штрафы, и человек может спать спокойно. Да? Понятно, что нарушать не нужно. Все, это все, что я вам хотела рассказать о штрафах. Делитесь обязательно этим роликом в ваших сетях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Я буду очень рада. Спасибо вам за это. И оставайтесь со мной. Всего хорошего. Пока-пока.